Здравствуйте, дорогие любители вязания! Мы сегодня будем с вами вязать вот такой узор. Быстрый, легчайший, но посмотрите, какой он шикарный. Посмотрите на его изнанку. Прям напоминает какой-то попкорн. Тоже очень интересная изнанка, из чего можно сделать вывод, что узор вполне можно считать двусторонним. А идею связать такую красоту нам прислала Светлана Цедрик. Она прислала к нам в Инстаграм вот эту фотографию и попросила разобраться с узором. Я нашла эту фотографию. Это модель из журнала Сабрина за 2017 год. И в журнале нету схемы этого узора, там словесное описание. Когда я бегло прочитала его, я ничего не поняла. Быстренько так пробежала, я торопыга такая, пробежала глазами, я вроде не поняла, как он вяжется. Но когда взяла в руки спицы, оказалось, что ничего сложного нет. Узор просто замечательный. Посмотрите, какой он плотный. Совершенно не заворачиваются края, ни сбоку, ни по низу, что можно вязать его без резинки. Вот он сильно не растягивается, что тоже очень ценно для некоторых вещей, для многих, кстати, вещей. И можно связать даже двусторонние вещи. Я уже, как сказала, кардиганы будут прекрасные, шарфы можно связать таким узором, шапочки, повязки на голову. В общем, применений много. Давайте, я не буду болтать, потому что узор очень легкий и быстро вяжется, и получится, что я больше разговариваю, чем вяжу. Раппорт узора составляет 4 петли. Для поворотного вязания мы прибавляем еще 2 петли для симметрии узора и плюс 2 кромочные. Мы с вами свяжем 4 раппорта, я набрала 16 петель, плюс 2 кромочные и плюс 2 петли для симметрии узора. Всего 20 петель. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы поднимаем протяжку между петлями. Вот. И вывязываем через эту протяжку лицевую петлю. Затем вяжем следующие 3 петли вот так: лицевая, изнаночная, лицевая. И эти 3 петли мы протягиваем через петлю, вывязанную из протяжки. Вот так накидываем петлю из протяжки на эти 3 петли. Далее вяжем изнаночную петлю. Это у нас один раппорт узора. Вяжем следующий раппорт. Снова поднимаем протяжку между петлями, вывязываем через нее лицевую петлю. И провязываем следующие 3 петли: лицевая, изнаночная, лицевая. Затем эти 3 петли протягиваем через петлю, вывязанную из протяжки. Далее 1 изнаночная, второй раппорт, и также вяжем еще 2 раппорта. Поднимаем петлю из протяжки, вытягиваем лицевую петлю, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая и накидываем вытянутую петлю из протяжки, провязанную петлю из протяжки на эти 3 петли. 1 изнаночная. И еще раз провязываем петлю из протяжки лицевой, лицевая, изнаночная, лицевая, и провязанные 3 петли протягиваем через петлю, вывязанную из протяжки. Далее будет изнаночная петля. Вот, закончили. Мы провязали 4 раппорта, и у нас остается 2 петли в конце. Мы провязываем 1 лицевую и 1 изнаночную. Это петли для симметрии узора. В изнаночных рядах все петли провязываем изнаночными. Вот второй ряд провязываем изнаночными петлями и 4-й ряд. Всего 4 ряда в узоре.
Так как узор довольно плотный, я советую вязать послабее. Не вязать слишком тугие петли. Третий лицевой ряд. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную. Это петли для симметрии узора. И дальше вяжем раппорт точно так же, как вязали в первом ряду. Из протяжки между петлями вывязываем лицевую петлю, далее лицевая, изнаночная, лицевая, и накидываем на эти 3 петли петлю, вывязанную из протяжки. Одна изнаночная, один раппорт, и снова петля, лицевая петля из протяжки, лицевая, изнаночная, лицевая. Протягиваем эти 3 петли через петлю из протяжки, одна изнаночная, и так далее. Вяжем до конца ряда. Последний раппорт. Петля, лицевая петля из протяжки, лицевая, изнаночная, лицевая. Протягиваем через петлю, вывязанную из протяжки, и заканчиваем изнаночной петлей. Это мы провязали третий ряд. В четвертом изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными. Вот посмотрите, мы провязали один раппорт в высоту и у нас 4 раппорта в ширину. Элементы узора повторяются в шахматном порядке. Давайте провяжем еще 2 ряда. Начинаем с первого ряда. Сразу после кромочной из протяжки вывязываем лицевую, далее лицевая, изнаночная, лицевая, и протягиваем эти 3 петли, изнаночная петля, и повторяем так раппорт до конца ряда. И во втором изнаночном ряду мы провязываем все петли изнаночными. Ну вот, уже что-то видно. И провязывая раппорты дальше, мы получим вот такой красивый узор. Все. Давайте скажем спасибо Светлане Цедрик за идею мастер-класса. Замечательный узор. Кстати, не надоевший, не избитый узор. И вот он похож на соты. Я вот только сейчас это заметила. Вязала, смотрела, снимала. Только сейчас заметила, что он похож на соты. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки на соцсети вы найдете под каждым нашим видео. Приглашайте к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока.